Мадгуд. Мой первый герой. Я уверен, что я не один такой. Из-за своей редкости он падает довольно часто в премиальном наборе. И я знаю игроков, которые слили на него не 1000 кристаллов. Говорят, он умер. Король пал. Мадгуд уже не тот. Предлагаю сегодня вместе разобраться. Какие способности и насколько порезали Мадгуду? Стал ли он бесполезен или можно продолжать качать его для некоторых режимов игры? Кто станет топ-героем после Мадгуда в атаке и в защите? Стоит ли менять Мадгуда на другого героя по новой акции от разработчиков? И если да, то как это сделать и главное, на кого менять? Народ, всем привет, с вами Скиф, и сегодня мы попытаемся разобраться, как мы до этого дошли. Почему еще вчерашний безусловный топ сейчас вызывает так много споров и негодования? Началось все 3 недели назад. Чаты в Дискорде просто взорвались негодованием, так как защиты топовых игроков падали от Мадгуда с 6 плотами алибарщиков. Причем не обязательно было иметь топ-уровень. Достаточно 11 уровня героя, и его скелеты, в которых превращался десант, просто уничтожали любое здание. Причем они могли выдержать несколько ударов пушкой 15 уровня. Таким образом, не имело значения, насколько прокачан твой остров. Разработчики игры не могли проигнорировать такую дыру в игровом балансе и уже спустя 2 недели выкатили массовый фикс для героя. Давайте рассмотрим основные изменения. Во-первых, Мадгуд больше не может воскрешать дополнительно призванных юнитов. В основном это касается десантников. На что же это повлияет в нашей игре? Отвлекать пушки, инфернальных магов и прочие опасные отряды на поле боя станет гораздо сложнее. Разрушать здания уже не будет так просто. Второе изменение. Характеристики скелетов, вызванных Мадгудом, будут зависеть от силы убитых войск. То есть, чем лучше характеристики мертвых войск, тем сильнее характеристики призванного скелета. Раньше у скелетов было 16 уровней с прописанными характеристиками. Что будет сейчас? Поиграем, увидим. Но игроки уже вовсю спорят, как теперь будут выглядеть защиты на островах нежити. Но еще больше споров вызывает третий фикс, который в первую очередь затрагивает заряженных игроков, которые играют сейчас на топовом острове нежити. Умение «Призыв нежити» будет работать только в радиусе действия умений героя. Это значит, что только дружественные юниты, находящиеся в диапазоне умений призыва нежити, могут быть превращены в скелетов. Вот официальный ответ от разработчиков о будущей зоне действия способностей Мадгуда. На первый взгляд довольно пристойный радиус, но игроки сразу смекнули, где тут подвох. Чаще всего Мадгуда никто не ставит в центр острова, так как он поднимается по ступеням и быстро убивается лучниками. И если поставить его во внутренний угол, то вот такой радиус мы получаем. Теперь образуется солидная такая дыра в защите Мадгудом, так как если высадить армию на противоположном от Мадгуда углу, приманить туда войска со всего острова, умирая в углу, они не будут давать скелетов, и весь профит от этого героя теряется. Осознавая то, что слишком много людей вложили время и деньги в данного героя, разработчики запустили новое событие, которое будет активно с 29 декабря по 17 января включительно. Во время этого события Мадгуда можно обменять на другого редкого либо эпического героя. И что забавно, пытаясь потушить один пожар, разработчики сами невольно создали другой. Игроки в чатах начали активно спорить, на кого менять Мадгуда и стоит ли это вообще делать. Я предлагаю сейчас вместе с вами рассмотреть потенциальных претендентов на обмен. Из редких героев единственной более-менее рабочей альтернативой может стать Грин. У этого героя есть отличные способности как к самолечению, так и к лечению группы. Плюс ощутимую часть входящего урона он поглощает. Под хорошими хилами он может ввести свою группу в атаку как помесь и Мира, и Сирены. Звучит правда круто. Нужно помнить, что кроме атаки и бесконечных испытаний, таланты Грина не особо вам помогут. В защите он слабее и Мира, так как он командный игрок, и выживаемость отдельно от группы у него ощутимо слабее, да и хилить ему особо некого. Более того, если у вас, как и у меня, есть прокачанная Сирена и Эмир,
Грин теряет свою актуальность полностью, так как он уступает своим конкурентам по всем характеристикам. Поэтому переходим к эпическим героям. Из эпических героев у нас аж целых 3 претендента. Давайте по порядку. Во-первых, Сирена. Топовый герой-целитель. У многих накопилось приличное количество ее осколков, так как она была раньше в паре с инфернальными магами в мастере карт. Очень часто ее можно встретить в атакующих сборках, так как с ней армия живет реально долго, но вот в защите она бесполезна. Помимо основного скилла на лечение, у Сирены также есть офигенный скилл деморализующая мелодия. Он ощутимо снижает защиту цели. За счет него, пока Сирена жива, все ваши войска вваливают в одну цель намного больше урона. Особо ощутимо это в боях с супердесантом и на Джаравасе. Кстати, если вы хотите видео про различные тактики на Джараваса при любом уровне прокачки, пишите в комментарии фразу «Давай Джараваса», и я буду знать, что вам это реально интересно. Следующий претендент — это Катастрофа Семи морей Кит. Герой отлично себя показывает как в защите, так и в нападении, но абсолютно бесполезен для других активностей в игре. Употребляя спиртные напитки, он получает частичный иммунитет ко всему входящему урону. Его способность оружейная поддержка просто выносит тылы противника, не оставляя шансов лучникам и монашкам на долгую жизнь. И наконец Буч. Новенький и, как по мне, незаслуженно обделенный вниманием герой, подходящий как для атаки и защиты, так и для прохождения PvE контента, такого как фарм кампании и покорение рассвета. Его бронебойные боеприпасы прошивают насквозь всю армию противника, адские гранаты их добивают, а оглушающий выстрел может остановить даже самого настырного и живучего танка или дамагера. Я надеюсь, что теперь вам будет легче определиться с выбором, но все же я советую подождать грядущего сезона арены, когда изменения вступят в силу. Ведь куда нам спешить? У нас времени аж до 17 января, чтобы определиться. А пока определяйтесь, ставьте лайк этому видео и подпишитесь на мой канал, и не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Кстати, в описании к этому видео есть ссылка на мой телеграм-канал, где публикуются самые свежие новости по игре, а также есть чат, где можно узнать новые тактики, поделиться друг с другом опытом и, конечно же, получать различные бонусы и консультации как от меня, так и от разработчиков. Вы уже сделали красную кнопку серой? Тогда погнали дальше. Так как же поменять героя, если вы определились с выбором? Для этого вам нужно в период с 29 декабря по 17 января включительно обновиться до версии игры 4.1.8 и выполнить следующие шаги. Во-первых, напишите боту, который появился у вас в друзьях, команду madgood. Вам откроется подробный свод правил по обмену, правда на английском, так что лучше прочитайте переведенный мною текст в телеграм-канале. Затем вам нужно ввести одну из вот этих команд. Вам придет сообщение с описанием, сколько вы получите осколка выбранного героя, книг умений и зелий опыта при этом обмене. Кстати, книги вернут не те, что были для прокачки Мадгуда, а те, что нужны для прокачки выбранного вами героя. Очень удобно, кстати. И наконец, чтобы подтвердить свое решение, введите вот эту команду. Я, естественно, делать этого сейчас не буду. Я жду грядущего сезона, чего и вам настоятельно рекомендую. После обмена вам на почту придет вот такое сообщение с прикрепленными материалами для выбранного героя. И не забывайте, что у разработчиков ничего не бывает просто, и есть целый ряд условий, чтобы этот обмен вы могли произвести. Во-первых, минимальный уровень обмена Мадгуда первый с 1 звездой. Во-вторых, вы можете выбрать для обмена одного редкого или эпического героя, кроме самого Мадгуда. Третье. Если вы решите обменять Мадгуда на редкого героя, вы получите выбранные осколки редкого героя в соотношении 1 к 1. А если вы решите обменять Мадгуда на эпического героя, вы получаете осколки выбранного вами героя в соотношении 2 к 1. То есть 2 осколка Мадгуда равно 1 осколок эпического героя. Будьте очень внимательны. Например, для прокачки Мадгуда до 8 уровня необходимо 50 осколков. Если вы обменяете Мадгуда 8 уровня на редкого героя Грина, то вы получаете 50 осколков Грина. А если обменяете Мадгуда на эпического героя Сирену, то вы получаете всего 25 осколков Сирены. И, наконец, 4-й пункт. Каждый аккаунт может участвовать в обмене только один раз. Ваш Мадгуд будет сброшен до 1 уровня с нулями звезд, и обмен назад будет невозможен. Так какой же вывод можно сделать из этой ситуации? Игра уже не та. Разрабы сливают нашего любимого героя. Острова теперь станет брать гораздо сложнее. Или наоборот, защищать гораздо сложнее. На самом деле нет. Это позитивные изменения.
Во-первых, опять станут актуальны Джей, острова и мины, так как отвлекать пушки от ниндзя и вычищать мины станет гораздо сложнее без запасного скелета из десанта. Да и сами скелеты, в которые будут превращаться ниндзя, должны стать слабее, и остров будет защитить гораздо легче. Во-вторых, будет интерес разработать новые, еще более замысловатые тактики по захвату островов. Наконец, игра перестанет быть монотонным повторением одних и тех же действий, и в этом разрабы правда молодцы. В-третьих, станут актуальны новые герои, новые стратегии защиты островов, и топ снова будет более разнообразным. А что Мадгут? Мадгут навсегда останется в нашем сердце королем. И, возможно, продолжит быть актуальным персонажем. Просто не будет вносить столько дисбаланса в игру. Скажу больше, если вы не игрок из топ-100, если вы не сливали тысячи долларов на этого героя, то жизнь ваша мало как-то изменится. Давайте дождемся фикса и тогда еще раз посмотрим, что получилось сделать у разработчиков. И также не забывайте смотреть новые ролики на моем канале. С вами был Скиф. Всем новогоднего настроения. Всем пока.